Всем доброго времени суток, вы на канале Дача Лайф, и тема нашего сегодняшнего ролика это вот уже всех просто задолбавшее в интернете удобрение. Самое древнее удобрение из искусственно созданных это суперфосфат. Сейчас, как вы видите, уже производится он аммонизированный. Такого суперфосфата, как мы видели в советское время, обычный, либо двойной гранулированный, уже не встретить. Что такое суперфосфат? Суперфосфат был добыт из костной муки либо апатитов путем обработки ее сначала, допустим, серной кислотой, а если двойной, то еще и ортофосфорной, чем значительное количество фосфатов увеличилось, потому что формула становилась умножить на 2. Поэтому он и двойной. Но основной состав суперфосфата это, в общем-то, фосфорнокислый кальций, либо двойной, либо одинарный, плюс обычный гипс, то есть сульфат кальция, как побочный продукт, он там присутствует. Это гипс. И так же, как сам сульфат, так же, как и фосфат кальция, это мало растворимые в воде соединения. Они растворимые, но мало. Можете посмотреть таблицу растворимости. Благо, у нас в Советском Союзе она была в каждой общей тетрадочке на последней страничке. Раскрываете и видите. Возьмите фосфаты. Фосфаты одни из самых малорастворимых соединений на Земле вообще. То есть эта кислота настолько связывает элементы, что они мало растворяются. Но много растениям и не надо. Аммонизированный и еще вдобавок содержит, скорее всего, сульфат аммония, потому что все другое соединение аммония будет выдавать аммиак в воздух. Поэтому, скорее всего, что там. Производитель не пишет, что там, но это мое предположение. Химически я, в общем-то, проводил эксперимент и выделил оттуда сульфат. Не знаю, образован он в результате какой-то реакции, либо это действительно в роли сульфата. И тут возникает вопрос к некоторым блогерам, которые про голубику рассказывают, когда они суперфосфат, аммонизированный, еще дополнительно херячат, извините меня, этот сульфат аммония. Он там и так есть, ребята, ну куда дальше уже? К тому же, самое, что убивает, ради чего снимается этот ролик, что есть такое понятие в интернете, как вытяжка из суперфосфата. Замочите суперфосфат, лучше еще залейте кипятком, разболтайте, размешайте и полейте растения. Ребята, вы убьете растение. Вернее, вы не убьете не растение, а вы убьете просто почву, на котором она растет. Суперфосфат это такое удобрение, которое производится в гранулах. И если перевернуть эту пачечку, что я не знаю, вы вообще делаете, ребята, или нет, вот здесь есть конкретная инструкция. Вот, смотрите, чтобы она попала. Держу. Остановите на паузу, прочитайте, как оно делает рекомендации по применению. Вот заверну. Вот она, читайте. И все. Если есть инструкция по применению, она написана кем? Производителем. Производителем она написана для чего? Для того, чтобы ее соблюдали. И что происходит? У меня уже есть на канале ролик про монофосфат калия. Если хотите, найдите. Он в той же рубрике, в котором я наглядно показываю, что происходит с почвой, со всеми микроэлементами в случае необоснованного применения этого удобрения. Суперфосфат по инструкции закладывается только в почву, но ни в коем случае не растворяется. По инструкции он закладывается так, чтобы его не касались корни. Почему? Растение само знает, где оно находится. Корень все равно до него дойдет и будет его как язык облизывать. И будет потихонечку потреблять медленно растворяющийся фосфор, азот, в общем-то, серу будет добывать оттуда, поскольку у нас сульфаты, да, и еще и кальций. Кстати, многие даже продавцы в магазинах почему-то говорят, кальция нет. Ребята, как нет кальция, если там гипс, это сульфат кальция, да, и фосфат кальция. Кальция там вообще по массе больше, чем все остального. Поэтому, как бы, многих, в общем-то, продавцов в магазинах в этом плане, они не образованные, они читают, вот здесь формула есть, 9,39, и описано, что последняя девятка это S, это сера, видите, да?
И все, больше ничего они не знают, на упаковке написано, что там есть кальций. Если вы разведете его в воде, как некоторые чудо-блогеры советуют, что у вас произойдет? Как только вы почву польете, а поскольку все-таки какая-то часть его растворится, вы же для этого сделаете все, вы его перемешаете, вы его нагреете, прокипятите, там еще что-то. Хотя это глупое занятие, потому что растворимость таких соединений, как гипс, то есть карбонаты и сульфаты кальция, и в том числе фосфаты, падает с повышением температуры. Посмотрите на свой чайник. Если бы вы не кипятили воду, там не было бы накипи. Накипь – это осаждаемые сульфаты, фосфаты и карбонаты. То есть ваша накипь – это то, что выпало в осадок при том, когда вы нагрели соль и кальций. Если вы горячей водой разводите суперфосфат, мало того, что он не при этом плохо растворяется, он еще и в осадок выпадет. То есть вы делаете сизифов труд. Но если вы все-таки умудритесь настоять его в ведре и все-таки ввести в почву, то все микроэлементы, которые содержатся в вашей почве, марганец, молибден, там какой-то там железо, пускай медь там и так далее, выпадут в осадок в виде сульфатов, которые станут нерастворимыми в воде и недоступны вашим растениям, в том числе бор, там, ну, много чего очень повыпадает. Оно станет абсолютно недоступным, и вашим растениям придется ждать, пока, какой-нибудь червяк сожрет эту зараженную почву, если он, конечно, не сдохнет от этого, да? И переработает в своем желудке, и опять переведет в растворимую форму. До этого растения ваши будут по микроэлементам голодать. А урожай у нас зависит от чего? От составляющих всех. Вообще, абсолютно. И недостаток хотя бы одного элемента питания приведет к недоразвитию либо к гибели вашего растения. Вот и думайте, соблюдать ли инструкцию на упаковочке. Она написана, в общем-то, не просто так. К тому же, вы думаете, так просто сделать гранулу? Если бы удобрение предназначалось для растворения, зачем делать гранулу? Это лишние расходы на гранулирование, сушку, всего это, упаковку и так далее. Сделай порошок, размолол, дал вам, нате, растворяйте. Ну, слежится, молотком разобьете. Это же проще. Ну, зачем делать гранулы? Назначение гранулы в пролонгированном действии. Вы заделываете в почву, корень как язычком облизывает это удобрение, получает свое питание, оно потихонечку растворяется, и ваша ложка удобрения, закинутая под куст, действует несколько лет. Потихонечку и нормально. И корешок его коснется и будет все это впитывать. Но ни в коем случае нарушать эту инструкцию нельзя. Вот в этой реакции, которую я вам писал, в которой уничтожаются все элементы в почве, да, могу продолжить. Если вы возьмете суперфосфат и все-таки умудритесь его растворить или хотя бы субсензию сделать, раздолбать молотком, там растворить и смешать, скажем, с железным купоросом, вот, пожалуйста, железо вы хотели ввести, железный купорос такое немножко соединение, там есть в составе всегда присутствует окисление вторая, третья валентность, да, двухвалентное железо, трехвалентное, гемовое, там, не гемовое, да, и, в общем-то, как бы в результате вы получите несколько видов фосфатов, железа, да, настолько ядовитых, что если вы им опрыскаете и польете землю, у вас подохнут все слизни, улитки, червяки, лягушки и вообще все, кто проползет мимо, кто достанет это все, пока это не смоется дождем, не переработается бактериями и так далее. То есть вы убьете всю микробиоту своей почвы. Это настолько серьезно, даже вот фосфаты эти продаются для уничтожения слизней, но там инструкция вообще очень такая глобальная. То есть, не дай бог, кто сожрет еще кто-нибудь другой. То есть вы поймите, что фосфорные соединения, они вообще, по сути, все являются ядом. Поэтому не шутите с суперфосфатом. Написано закапывать, закапывайте. Если на удобрении написано растворять, поливать, тогда поливайте. Но в отношении фосфатов даже полив чреват последствиями. Поэтому надо 10 раз подумать, вообще, с какой осторожностью применяются фосфорные удобрения. Пишите, пожалуйста, комментарии. Кто-то ставит лайки, кто-то дизлайки, кому как нравится. Но я вам рассказал всю правду про суперфосфат. И прежде всего про инструкцию по его применению. Применяется оно очень давно и очень успешно, но только в том случае, если инструкция на него соблюдается. Будете растворять, будете чесать репу, почему у вас все погибло. Всем до новых встреч.
Будут новые интересные ролики, поэтому остаемся на канале, подписываемся. До новых встреч. До свидания.